Всем привет! Сегодня у нас расклад «Связь с прошлыми жизнями». Кем ты была раньше, какие проблемы принесла, как все это отражается на твоей жизни. И прежде чем начать, конечно же, зову всех в проживание аркана. Там вы проработаете все свои страхи, затыки и все, что вот мешает вам быть счастливой. 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 Вот. И обязательно загляните на Бусти, там есть 3 моих колоды. Вы можете распечатать их, продавать их, они редкие. Сейчас на данный момент у примерно 20 человек есть они. Я имею в виду всего 20 человек по всей планете. Итак, я думаю, что хватит болтать, и давайте начнем наш расклад. Единички. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами, вопроса 4, и первый, кем ты была в прошлой жизни. Ну а ты знаешь, мастером своего дела была. Работала руками, создавала что-то вот красивое и полезное. Это вышивала, ткала, посуду лепила, шила одежду. Короче, ты была ремесленником высокого класса прям. Люди специально к тебе приезжали, чтобы вот заказать твои работы. И ты часами сидела над каждой деталью, доводила все до совершенства. Но самое классное, у тебя была потрясающая семья. Муж, который тебя обожал, куча детей, внуков. Твой дом всегда был вот полон людей, полон радости, смеха. И вот эти вот праздники, застолья, все вот это крутилось вокруг тебя. Ты была центром большой счастливой семьи. То есть той самой бабушкой была, к которой вот все тянулись. И твоя жизнь, она была очень размеренная, спокойная. День начинался с работы, потом там готовка, уборка, с детьми возня и так далее. Вечером вся семья собиралась за большим столом. Ты истории рассказывала, песенки пела. Никаких стрессов, никакой суеты, просто вот счастливая деревенская жизнь. Ты была, знаешь, очень уважаемой в своей общине. К тебе за советом шли, там просили помочь в трудных ситуациях. Твое мнение что-то значило. И ты этим пользовалась для добрых дел, конечно же. Там мирила соседей поссорившихся, помогала молодым семьям там устроиться. Деньги у тебя тоже водились, причем неплохо. Твое ремесло, оно ценилось. То есть заказов было много. Жила ты зажиточно, ни в чем не нуждалась. Дом большой, добра много, все дети сыты и одеты. Ты знала цену своему труду и не стеснялась брать за него вот хорошие деньги. Была практичной, хозяйственной женщиной. Извиняюсь. Которая, как говорится, умела работать и деньги потратить с умом. Так какой главный урок или вызов стоял перед тобой вот в той жизни? А он простой был. Научиться радоваться жизни без всяких причин. Ты знаешь, ты была слишком серьезная, слишком ответственная. Вечно о работе, о семье, о будущем думала. И забыла, что такое вот просто подурачиться, просто посмеяться, сделать что-то глупое, там, веселое. Вся твоя жизнь, она была расписана по минутам, все под контролем. И твоя душа пришла в ту жизнь, чтобы вспомнить детство. То есть не в смысле возраста, да, а вот в смысле легкости, вот этой непосредственности. Понимаешь? Ты стала слишком взрослой очень рано, на себя кучу обязанностей взвалила, забыла, как это вообще быть счастливой просто так. И Вселенная посылала тебе знаки.
И внуки, и внучки приходили и тащили тебя играть в прятки. Муж там предлагал бросить все дела, пойти на речку купаться. Соседи звали на праздники, где можно было хоть до утра танцевать. Но ты всегда находила отговорки. То работа не закончена, то там дом не убран, то ужин не готов. Ты боялась выглядеть несерьезной. Думала, что если вот расслабишься хоть на минуту, то там развалится все. Что семья там без твоего контроля не справится, что дела запустятся, что там репутация пострадает. И ты была уверена, что счастье — это вот результат тяжелого труда, а не просто состояние души. А урок был в том, чтобы понять, что можно быть ответственной и при этом веселой. Можно там хорошо работать и при этом находить время для радости. Что твоя семья будет тебя любить не за то, что ты там идеальная хозяйка, а просто за то, что ты есть. Понимаешь? Как та прошлая жизнь влияет на твою текущую жизнь? Ну, ты сейчас расплачиваешься за ту серьезность. У тебя сейчас вот есть глубокая рана в сердце, которая не дает тебе полностью открыться людям. Ты помнишь на уровне души, как было хорошо там в большой семье, но боишься снова привязываться, потому что знаешь, что все заканчивается болью расставания. И в прошлой жизни ты вот ушла раньше многих своих близких и испытала адскую боль от разлуки с ними. И вот эта боль, она отпечаталась в твоей душе и теперь мешает тебе вот строить глубокие отношения. То есть ты подсознательно боишься снова потерять любимых людей. Поэтому сейчас ты держишь дистанцию со всеми. Плюс у тебя появились вот эти, как их, странные фобии, страхи, которые не объяснишь логически. Ты боишься темноты, ты боишься оставаться одна, ты боишься принимать важные решения. Все вот это идет из той жизни, где ты слишком многое контролировала, и теперь ты паникуешь, когда что-то выходит из-под контроля. А еще ты живешь в иллюзиях. Тебе вот кажется, что если ты будешь идеальной женой, там, ну, не только идеальной женой, но и идеальной мамой, идеальной работницей, то все будет хорошо. Что счастье можно заработать правильным поведением. И ты вот создала себе кучу правил и ограничений, которые теперь мешают просто жить. Ты не умеешь доверять сейчас интуиции. Ты боишься делать спонтанные какие-то поступки. Все время анализируешь, просчитываешь, подвохи ищешь. Вот та серьезность из прошлой жизни, она превратилась вот в сейчасшнюю подозрительность. Не поправляй меня по поводу сейчасшни, я с вами на кураптоновском языке разговариваю, и это слово существует. И вот ты боишься ошибиться, поэтому ты предпочитаешь вообще ничего не делать. И вот эти страхи из прошлого, они не дают тебе жить полной жизнью в настоящем, понимаешь? Какую кармическую проблему из той жизни ты сейчас отрабатываешь? Зависимость от удовольствия отрабатываешь. В прошлой жизни ты была слишком правильная, а теперь маятник качнулся в другую сторону. Ты стала искать счастье там в еде, в покупках, в развлечениях. Стресс заедаешь, заливаешь проблемы алкоголем, тратишь деньги на ненужные вещи. Вот эта зависимость от внешних удовольствий — это твоя кармическая ловушка. Ты думаешь, что если там пирожное съешь, то станет легче. Если платье новое купишь, то почувствуешь там себя лучше. Или выпьешь бокал вина, то расслабишься. Но это все временные заплатки на твою душевную рану. А еще ты стала отказываться от новых возможностей. Тебе вот предлагают что-то интересное, да? Ты сразу кучу причин находишь, там, почему ты этого не можешь или не получается. То времени нет, то денег нет, то сил нет. На самом деле ты просто боишься снова взять на себя ответственность и разочароваться. Ты предпочитаешь сидеть в своем болоте и жаловаться, что жизнь скучная. Вместо того, чтобы что-то вот менять, ты ноешь. Ты ноешь, что ничего не получается. То есть вместо действия ты выбираешь пассивность. Это твой способ избежать вот той боли, которую помнит душа.
И твоя кармическая задача сейчас — найти баланс между серьезностью и легкостью. Научиться брать ответственность, но не забывать радоваться. И перестать заглушать душевную боль там всякими удовольствиями и просто начать ее лечить, а не заплатки вот эти ставить. И откройся новым возможностям, не боясь повторения там ошибок каких-то. Вспомни, что счастье, оно не в контроле, а в принятии жизни такой, какая она есть, и никак по-другому. Обязательно подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и прочитай закрепленный комментарий под этим видео. Ну а мы переходим ко второму варианту. Двоечки. Как всегда напомню, передо мной бумажка с вопросами, их 4. И первый вопрос: кем ты была в прошлой жизни? Богатой женщиной ты была. У тебя вот прям были земли, там дома, слуги, куча денег. Ты умела вести там хозяйство. Ты умела торговать, приумножать свое богатство. И знаешь, все вокруг тебя, как сказать, все тебя уважали, твоему мнению прислушивались. Ты была, знаешь, вот той самой женщиной, которая вот могла решить любую проблему за деньги. Но беда была, ты была слишком одинокой. У тебя был муж, но знаешь, он на тебе женился из-за денег. Дети тоже общались с тобой только когда нужны были деньги. Друзей настоящих не было. Все хотели что-то получить от твоего богатства. И ты жила в огромном доме, но там, знаешь, было пусто и холодно. Ты искала утешение там в одиночестве, запиралась в комнатах, читала книги, изучала науки разные. Ты становилась все более мудрой, но и более отстраненной от людей. И ты поняла, что деньги, они не покупают настоящую любовь. Но ты уже не знала, как вот жить по-другому. К концу жизни ты стала затворницей. Редко из дома выходила, мало с кем общалась. Все твое время ты посвящала там изучению жизни, философии, поиску смысла. Ты была очень умной и мудрой женщиной, но, знаешь, вот совершенно несчастной. Богатство, оно стало твоей тюрьмой. И когда ты уходила, рядом никого не было. Все твои деньги достались там дальним родственникам, которые даже на похороны не пришли. И ты вот тогда поняла, что ты прожила жизнь зря. Богатство накопила, но не смогла купить главного, то есть человеческого тепла. И вот это горечь и одиночество, они с тобой ушли в следующую твою жизнь. Какой главный урок или вызов стоял перед тобой в той жизни? Ну, знаешь, урок был в том, чтобы перестать мучить себя тревогами. Потому что ты постоянно переживала, там, не украдут ли деньги, не обманут ли в сделке, близкие не предадут ли. По ночам ты лежала и прокручивала в голове все возможные беды. Днем проверяла там слуг, пересчитывала деньги, ругалась там с управляющими. Но при этом у тебя была огромная сила все менять. Ты могла уволить там работников нерадивых, да? Найти новых партнеров, поменять жилье. У тебя были все возможности создать себе другую жизнь. Но ты этого не делала, потому что ты боялась потерять то, что имеешь. И твоя проблема, она была в том, что ты думала, что если ослабишь контроль хоть на секунду, то все развалится. Что нужно постоянно быть начеку, иначе тебя обманут все. Ты не доверяла никому.
Ни мужу, ни детям, ни слугам. Все время что-то проверяла, за всеми следила, во все вмешивалась, даже в поварские дела вмешивалась. А урок был простой. Урок у тебя простой был. Научиться пользоваться своей силой для создания счастья, а не только для накопления богатства, понимаешь? Ты могла нанять лучших учителей для детей, устроить там праздники красивые, бедным помочь. Ты могла путешествовать, знакомиться с людьми интересными, создавать что-то полезное. Но ты боялась тратить деньги на вот что-то, кроме самого необходимого. Боялась, что если будешь там добрее к людям, они тебя используют. Боялась показывать слабость. И в итоге твоя сила, она превратилась в проклятие. Ты могла все, но не могла быть счастливой. И урок так и остался невыученным. Как-то прошлая жизнь влияет на твою текущую. Ну, знаешь, ты сейчас постоянно ищешь справедливости, понимаешь? Но все время разочаровываешься. Тебе кажется, что мир должен работать по честным правилам, что если ты делаешь все правильно, да, то и жизнь должна быть справедливой к тебе. Но когда этого не происходит, ты впадаешь в депрессию. Ты на уровне души помнишь, как вот в прошлой жизни все тебя использовали. И теперь ты боишься, что история повторится. Поэтому постоянно ищешь подвох там в отношениях, во взаимоотношениях и так далее. И если кто-то к тебе хорошо относится, ты сразу думаешь, что там ему от меня что-то нужно. Не может он просто так меня любить. Еще у тебя появилась привычка вот все время на что-то жаловаться. Ты недовольна работой, ты недовольна мужиками, ты недовольна подругами, даже погодой недовольна. Тебя ничего не устраивает до конца. Ты как будто вот застряла в состоянии вечного разочарования. Ждешь, что кто-то придет и все исправит. Но это, конечно, не происходит. И вот из-за памяти о том одиночестве ты теперь боишься остаться одна. Ты цепляешься за токсичные отношения, ты терпишь плохое обращение к себе, лишь бы не быть в одиночестве. И тебе кажется, что вот плохие отношения, они лучше, чем никаких. Но это ж не так. И самое поганое, ты потеряла веру в справедливость. Думаешь, что хорошие люди всегда страдают, а плохие всегда процветают. Что честность, она не окупается, что добро всегда наказывается. И вот эта горечь из прошлой жизни, она отравляет тебе настоящее. Ты просто не даешь себе шанса быть счастливой, потому что ты не веришь, что ты это заслуживаешь. Какую кармическую проблему из той жизни ты сейчас отрабатываешь? Ну, знаешь, твоя задача кармическая сейчас — это полностью пересмотреть свою жизнь. Все то, во что ты верила раньше, это больше не работает. Нужно отбросить вот эти старые убеждения и начать жить по-новому. Это как дом старый снести, да, и новый на том же месте построить. Больно, страшно, там, трудно, но необходимо. Ты должна научиться слушать свою интуицию вместо логики. Вот в прошлой жизни ты слишком много головой думала, да, и совсем забыла про сердце. Сейчас тебе нужно делать наоборот. Не анализировать каждый шаг, а чувствовать, что правильно, а что неправильно. Внутреннему голосу доверять, а не каким-то там чужим советам. Еще ты должна перестать всех и все контролировать. Это твоя главная кармическая ловушка. Ты до сих пор думаешь, что если будешь все под контролем держать, то там избежишь боли. Но контроль — это же иллюзия. Жизнь, она сама решает, что с тобой будет происходить. Твоя задача вот как раз научиться принимать неопределенность. Не знать заранее, что будет завтра, да? Не планировать каждый шаг, а позволить жизни удивлять тебя. И это для тебя очень страшно, потому что душа помнит, как непредсказуемость привела к одиночеству. И самое важное, конечно, ты сердце должна людям открыть. Несмотря на риск снова быть обманутой. Да, тебя могут использовать, да, тебя могут предать, но без этого риска невозможна настоящая близость.
Твоя кармическая вот эта задача, работа — научиться любить, не ожидая гарантий, понимаешь? Довериться людям, хотя твоя душа там помнит боль предательства. Только так ты сможешь вот этот разорвать кармический круг одиночества. Больше никак. Нет другого выхода. Обязательно приходи в проживание арканов. Ты это все проработаешь. Ну а мы переходим к третьему варианту. Троечки. Напомню, как всегда, передо мной бумажка с вопросами. Вопросы 4 и первый, кем ты была в прошлой жизни. Ну, а ты была молодой девчонкой, которая хотела все знать, всему учиться. Тебе было немного лет, и ты вот постоянно такие вопросы задавала, типа, почему небо синее, как цветы растут, зачем люди там воюют. Ты была очень любознательна, что взрослые иногда от тебя вот уставали. Но знаешь, проблема была в том, что ты не могла определиться, чем заниматься. Сегодня хотела там звезды изучать, завтра людей лечить, послезавтра картины рисовать. У тебя было столько интересов, что ты металась между ними, как угорелая. Начинала учиться у одного мастера, через месяц бросала, шла к другому. Родители тебя, конечно, ругали за эту нестабильность. Говорили вот, выбери ты уже что-то одно и занимайся этим как следует. А ты не могла. Тебе все казалось интересным. Ты боялась упустить что-то важное. Думала там, а вдруг то другое дело, да, оно окажется более интересным. И вот ты жила в постоянных сомнениях, там, терзаниях. С утра планировала заниматься одним, к обеду уже передумывала, к вечеру хваталась за третье. Твоя жизнь превратилась в качели. Ты была очень умная и талантливая, но ты никак не могла направить вот эти способности в одно русло. В итоге ты так и не стала экспертом ни в чем. Умела понемногу там во всем, но глубоко не знала ничего. Когда другие девушки там уже замуж повыскакивали, да, там семьями обзаводились, ты все еще искала, кем я хочу быть, ну, свое призвание. И ушла ты молодой. Чуть не сказал то слово, да, просто ушла. Ушла молодой. Так и ты не поняла, зачем пришла в тот мир. Какой главный урок или вызов стоял перед тобой в той жизни? А он в том, чтобы между сердцем и действием выбирать. У тебя был парень, который тебя очень любил. Красивый, добрый, из семьи хороший. Он, знаешь, он предлагал тебе пожениться, хотел с тобой семью построить, дать тебе стабильность. Но ты колебалась, потому что ты чувствовала, что это закроет дверь к твоим мечтам. Ну, про учебу, про открытие и так далее. А с другой стороны, был наставник. Энергичный мужчина, который вот видел твой потенциал и звал тебя вот в большой мир. И он говорил там, брось ты эту скучную жизнь деревенскую, поехали в столицу, да, там ты сможешь учиться у лучших мастеров, свои таланты развивать. Но с ним было неопределенно и страшно. Ты разрывалась между вот этими двумя путями. Романтичный парень любовь обещал заботу, детей, жизнь спокойно. А наставник обещал приключения, там, знания и возможность стать кем-то значительным. И ты вот никак не могла решить, что важнее, там, безопасность или развитие. И получается, ты месяцами мучилась вот этим выбором. То говорила парню да, то передумывала, хотела с наставником уехать. Ты мечтала о тихом семейном счастье сначала, да, там в один день, а на следующий день о славе, о признании и прочее. Ты как маятник. Из стороны в сторону вот так вот качалась. А твой урок он в том заключался, чтобы понять, что нельзя все сразу получить.
Нужно было выбрать одно и идти по этому пути до конца. Но ты боялась ошибиться. Боялась потерять то, что ты не выберешь. И в результате ты потеряла все. Парень ждать устал, на другой женился. Наставник уехал, нашел себе другую ученицу, а ты ни с чем осталась. Как-то прошлая жизнь влияет на твою текущую. Сейчас ты ту же самую ошибку повторяешь, тут даже трактовать не нужно. У тебя сейчас куча идей, куча планов, куча желаний, но ты не можешь начать действовать. Хочешь работу сменить, там месяцами ищешь идеальный вариант. Хочешь спортом заняться, там изучаешь все, но в зал не ходишь. Хочешь язык выучить, да, покупаешь кучу учебников, курсов, но даже их не открываешь. Ты стала пассивной мечтательницей. Сидишь дома и представляешь, как будешь крутой и успешный. У тебя в голове ты планы строишь, но на практике ты ничего не делаешь. Ты как будто вот себя заморозила в состоянии вот этих вечных раздумий, да? И боишься шаг сделать, потому что он может что? Оказаться неправильным может. А еще ты перестала прислушиваться к своим желаниям. Вот в прошлой жизни ты слишком много думала о том, что другие скажут, да? Что правильно, что неправильно, что принято, что не принято. Сейчас ты тоже постоянно ищешь одобрения вот у окружающих. Ты решение принять не можешь, пока не обсудишь его там с десятком людей. Ты за свой выбор боишься ответственности. Ты предпочитаешь, чтобы кто-то другой решал за тебя. Мама говорит, иди работать туда-то, ты идешь. Подруга советует с парнем расстаться, ты расстаешься. Ты переложила ответственность за свою жизнь на других людей. И вот самое печальное, ты отдыхаешь от жизни. Вместо того, чтобы активно что-то делать, ты выбрала позицию наблюдателя. Вот, как сказать тебе, вот смотришь, как другие успеха добиваются, да, как другие влюбляются, как другие там путешествуют, а ты сама в стороне сидишь. У тебя неспособность к выбору, потому что это идет из прошлой жизни. Она превратилась вот в нынешнее бездействие. Понимаешь? Какую кармическую проблему из той жизни ты сейчас отрабатываешь? Брать на ответственность на себя боишься. Тут, говорю, трактовать троечкам даже не надо. В этой жизни судьба специально тебе подбрасывает ситуации, где нужно быть главной, где нужно решение принимать, где ответственность нести за других нужно. Но ты от этого шарахаешься, как от огня. На работе тебе там предложат руководящую должность, ты отказываешься. В семье нужно решить важный вопрос, ты эстафету другим передаешь, да, там мужу, детям и так далее. Подруги просят организовать там встречу, ты отговорки находишь. Ты панически боишься оказаться в центре внимания и принимать важные решения. А еще ты постоянно в конфликты ввязываешься. Не потому что хочешь, нет, потому что ты не умеешь отстаивать свои границы спокойно. Ты или молчишь и терпишь, да, или взрываешься и скандалишь. Золотой середины у тебя нет. Либо жертва, либо агрессор. И вот эти конфликты, они высасывают из тебя всю энергию. Ты постоянно с кем-то воюешь. То с начальством, то там с родителями, то с соседями, то с мужем, если он есть. У тебя нет сил на созидание, потому что вся энергия у тебя на битвы уходит. Солдат, который постоянно, как говорится, на первой полосе, да, на передовой. И никогда не отдыхает. Твоя задача кармическая – научиться быть лидером, без агрессии. Брать ответственность, но не сильно надрываться. Решения принимать и ошибок не бояться. И границы свои отстаивать, а не с миром воевать. Ты должна найти баланс между пассивностью и агрессией. То есть вот стать той, кто ведет, но не диктует. Понимаешь, кто вот решает, но не навязывает. Только так ты вот эту кармическую задачу можешь выполнить. Больше никак. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и прочитай первый комментарий, самый закрепленный. И помни, что дед всегда рядом.